Всем привет! Сегодня мы будем шить развивающую мягкую игрушку черепашку. Игрушку я шью впервые, поэтому не судите строго. Выкройку я нашла на Пинтересте. Я ее оставлю в описании под видео. Размер конкретный я не могу вам сказать, потому что вы выберете для себя сами. Я выкройку, которая была там дана, увеличила в 2 раза. Мне нужна черепашка побольше. Вы потом посмотрите итог и решите, какого размера вы хотите сделать черепашку. Получаются у нас такие детали. И что касаемо материалов. Материалы можно взять любые. Я буду использовать разные материалы. Хлопок и плюш. И велюр есть. Буду определяться в ходе работы. Будьте внимательны, многие детали, они у нас даны со сгибом. Например, дно. То есть у нас должно получиться деталь в 4 раза больше этой. Хвостик у нас со сгибом. Какие дополнения будут, какие развивающие детальки, это я буду объяснять в ходе работы, чтобы ни вас не запутать, ни самой не запутаться. Поэтому, когда мы подготовили выкройку, вырезали все детали, мы выбираем материалы, которыми мы будем шить, и выкраиваем их, исходя из выкроек. То есть там, где сгибы, то есть складываем вдвое. Будьте очень внимательны, будьте. Можно заранее на листочке нарисовать, написать, какие детали будут какого цвета, чтобы было проще работать и быстрее. Итак, вырезаем сначала детали из наших материалов. Основные детали, то есть основную черепашку, это лапки, голова, донышки, я буду делать вот из такого плюша со звездочками. Можно выбрать любую ткань, можно и хлопок, даже видела с эко-кожи шьют. То есть все, что у вас есть, то и используйте. Я буду выкраивать детали и добавлять припуск. Припуск мы добавляем только по краям, то есть где написано сгиб, мы припуск не добавляем. Чтобы выкроить эту деталь, можете либо изначально, когда рисуете, то есть добавить еще одну такую деталь, либо складывать ткань в четверо. Я все-таки решила, что к этой части я добавлю еще одну, потому что плюш он такой достаточно толстый, мне будет сложно вырезать 4 слоя. Вот я сделала такую деталь. Получается, нам нужна одна деталь со сгибом. Складываем ткань, материал лицом к лицу, прикладываем ровненько эту часть к сгибу, прикалываем булавками и вырезаем с припуском. Можете вырезать без припуска, как вам удобно. Только если вы вырезаете, сделали на одной части, допустим, припуски, то в остальных частях тоже не забываем их добавить. Если вы делали, например, какие-то части без припусков, значит все мы делаем без припусков. Таким же образом вырезаем все наши детали. И смотрим внимательно, если, например, написано вот лапка, 8 частей, 8 деталей, вырезаем 8 таких деталей. Хвостик, 2 детали со сгибом, то есть должно получиться 2 хвостика. Также у нас головы 2 части. Смотрим внимательно на количество.
и вырезаем. Когда мы повырезали наши детали, мы берем наши лапки. У нас получается, складываем так лицом к лицу. Получается 4 лапки. Если вы тоже вырезали из плюша, либо из такой тянущейся ткани, с трикотажа, то нужно частенько сколоть булавками, либо можно сметать. И прострачиваем на ширину припуска нашу лапку. Вот так вот. Все так 4 лапки. Все лишнее, если есть, срезаем. Так мы делаем с нашими 4 лапками. Когда все наши лапки готовы, мы на закругленных частях делаем насечки. Где-то пару миллиметров от строчки, чтобы наша строчка не распустилась. Либо если у вас есть ножницы зигзаг, то можно подрезать этими ножницами. Теперь выворачиваем, расправляем наши швы. Вот такая у нас получается лапка. Таких 4 лапки. Теперь берем нашу голову. У нас тут на выкройке есть отметки. Находим серединки. Нужно делать насечку, можно карандашом отметить. И то же самое здесь. И здесь находим серединку. Так, с двух сторон отмечаем. Теперь берем детальки наши. И лицом к лицу совмещаем наши серединки. Закалываем булавочками. Если для кого-то сложно, то лучше сметать. Особенно если у вас черепашка будет небольшого размера, конечно же, лучше сметать вручную, тогда получится ровная, аккуратная строчка потом. Здесь до конца вот тут вот этот хвостик мы оставляем где-то сантиметр, мы его дострачивать не будем. Вот так вот получается. И теперь аккуратно прокладываем строчку на ширину припуска.
хвостик тоже мы оставляем. Теперь берем вторую детальку нашей головы. И точно так же лицом к лицу совмещаете наши меточки. Сначала скалываем булавками, потом пристрачиваем. Я еще решила все-таки сметать, чтобы было легче, потому что у меня такой плюш, тяжело с ним работать. В общем, мы начинаем строчить, сразу мы сделаем одной строчкой. Начинаем строчить отсюда. Этот хвостик мы лишний отгибаем. Вот так вот, потом чуть-чуть складываем строчку и продолжаем дальше строчить. Либо, если вам сложно, можно сначала эту часть прострочить, а потом оставшиеся части дострочить, как вам удобно. Теперь снимаем наметку, срезаем лишнее, если есть. Также мы подрезаем и вот эти вот наши острые хвостики. И также на закруглениях мы делаем отсечки. Потом выворачиваем и расправляем. Смотрим, чтобы швы были аккуратные, ровные. Все красивенько и ровненько. Голову можно теперь отложить. И займемся хвостиком. Хвостик я буду делать шуршащий. Я для этого возьму пакет для запекания. Берем пакетик. Я буду делать несколько слоев, чтобы он больше шуршал. Конкретно сейчас я не буду по контуру вырезать. Лишнее потом отрежу, когда пристрочу. Так вот достаточно. Складываем еще. Вот так вот. Хвостик у нас сложен лицом к лицу. Прострачиваем вот так вот аккуратненько. И теперь обрезаем и лишненькое также обрезаем. И также либо срезаем фигурными ножницами зигзаг, либо делаем насечки. Выворачиваем, аккуратненько расправляем. Вот такой у нас получился хвостик шуршащий. Откладываем его тоже в сторону. Все-таки я решила, что хвостик у черепахи должен быть более острый. Я и посмотрела в интернете. Не знаю, почему по выкройке он круглый.
Поэтому я выверну и сделаю его остреньким. Страчиваем. Вы можете оставить такой круглый. В общем, как вам нравится. Вот такой вот, мне кажется, больше подходит. Теперь можно разобраться с нашей спинкой черепахи. Вырезала я все детали разных материалов и разных цветов, чтобы было интереснее. Также перед тем, как делать черепашку, вы должны продумать, какие развивашки вы будете использовать. Я буду использовать шнуровку, карабины, детальки на липучках, на кнопочках. В общем, я это буду все постепенно показывать в видео. Я вырезала для одной из сторон вот такие вот детальки, фигуры. Вырезала по 2 слоя произвольно, их я буду делать на липучке. Также вырезала вот таких вот разных морских обитателей. Я приложу их, сделаю фотографию и приложу в описании под видео детальки эти. Их я нашла просто в интернете, ввела запрос «морские обитатели из фетра». Вы также можете любые изображения, можно там фрукты, ягоды. Я просто решила сделать морскую тематику. Я просто ввела запрос «морские обитатели из фетра», и мне вывела картинки, там страницы разные, где можно было их посмотреть. Я просто скачала фото из интернета и наложила листик и обвела их с экрана. Какие мне понравились. Есть также выкройки. Я оставлю тоже в описании группы ВКонтакте. Там много разных выкроек, рисунков. И даже есть мастер-классы, как все это делать, если вас заинтересует. Вырезала также по 2 детальки каждая. И вырезала глазки. Тоже от руки нарисовала. Также можно еще зрачки сделать. Но они слишком мелкие будут. Я лучше их сделаю из ниток мулине. Пока что отложу. И определяемся, на какой из частей, какие стороны, чем будут украшены, так скажем. Я решила, что на одной из сторон у меня будет мои фигурки. Возьмем один из отрезков, одну из частей. И я, чтобы было интереснее детям, я расположу так вот произвольно фигурки, обведу их и проложу строчку контрастным цветом, красным, может, желтым, чтобы детки могли найти потом и прилепить. Эти детальки я буду делать на липучках. Все сейчас покажу. Так, сначала располагаем и переносим наши детальки. Слишком близко к краю не нужно, потому что мы потом будем пристрачивать, отступая от края примерно пару сантиметров. То же самое остальные фигурки. Вот так вот получилось. И теперь на швейной машинке или вручную, как вам удобно, прокладываем строчку любыми нитками. Белыми, красными, зелеными. Какие у вас есть, такими и прокладывайте.
На самих фигурках, на одной части задней, мы отрезаем кусочек липучки и приклеиваем, пришиваем. Тоже можно вручную, можно на швейной машинке. Из липучек я вырезала вот такие круглые заготовки, чтобы дети не поцарапались об уголки липучки. И берем одну часть, я возьму та, которая помягче, и пристрачиваем к одной из частей фигурки. Вот так вот. Так вот ко всем деталькам. Обратную сторону липучки мы пришиваем, соответственно, на нашу ткань. И дальше мы можем, когда мы пристрочили нашу липучку, можно соединять наши детальки. Я забыла сказать, что все вот эти детальки я вырезала из фетра. Вы можете также из хлопка, допустим, но с фетра, мне кажется, удобнее. Итак, чтобы наши детальки были такие более объемные, я взяла синтепон тоненький, где-то 80-й, ну, максимально тонкий, какой вы найдете. Можно без синтепона. И вырезаем внутрь детальку, чтобы она была меньше, где-то на пару миллиметров, где-то, может, на полсантиметра, чтобы не торчал потом синтепон из наших деталек. Должно получиться примерно вот так вот. Накладываем нашу вторую детальку, закрепляем булавочками и прострачиваем по краешку, либо прошиваем вручную. Строчку на детальках я буду делать контрастными нитками, разноцветными специально. И такими же нитками, вот сейчас покажу. Сейчас буду строчить желтыми нитками. И на ткани, где наш квадратик, я также прострочу желтыми нитками. И так вот со всеми детальками. Так как ткань у меня хлопок, чтобы она не рвалась, я дополнительно проклею флизелином. Пупырышками шершавой стороной вниз. Вот такая у нас получилась деталька, одна сторона. Как я уже говорила, вот здесь, например, я сточила желтыми нитками, здесь строчку сделала желтыми, здесь красными, здесь красными, здесь розовыми, здесь розовые. И здесь салатовая, и вот так вот у нас получается. Следующую часть буду делать шнуровку, это у меня задняя часть. Петельки буду для шнуровки делать из репсовой ленты, она покрепче. Можно использовать атласную ленту, либо какие-нибудь другие шнурки, что у вас под рукой будет. Меряем примерно, какого размера у нас будет петелька. У меня получается почти 5 сантиметров. И вырезаем нужное количество петель. Не забываем то, что у нас будут припуски. Я отрежу эти полосочки все-таки по 5 сантиметров. Располагаем на одинаковом расстоянии. Можно, чтобы было проще, сделать меточки.
Точно так же и с этой стороны отрезаем и располагаем. И потом складываем вот таким вот образом. И пристрачиваем где-то пару миллиметров от края, чтобы получились у нас петельки. Еще забыла сказать, что концы ленточки нужно опалить, чтобы они не распускались. Я, чтобы было проще, приколола ленточки. И аккуратненько пару миллиметров от края, миллиметра 3 прострачу, можно полсантиметра. То же самое с этой стороны. Вот эта часть у нас пока что готова, можно ее отложить. Теперь берем еще одну деталь. Я буду на ней делать карабины. Для этого буду использовать специальные вот такие вот стропы для шлеек. Берем, продеваем. Край мы опаливаем. Можно заранее отмерить, где будут наши карабины располагаться. Так вот располагаем. И тоже по краям пристрачиваем. Вот здесь дополнительно мы еще прокладываем строчку в цвет ткани. И здесь. И вот так вот располагаем и пристрачиваем. То же самое и вторую. Либо можно здесь что-нибудь другое придумать. Вот так вот у нас получилось. Чтобы было интереснее, сюда можно добавить аппликацию какую-нибудь, либо кармашек. Я наклею термонаклейку. Когда наклеечка остынет, можно снять пленочку. На следующей детальке я сделаю бусинки. Вот на таких вот веревочках. Там у меня резинка, можно взять шнурок. Располагаем вот таким вот образом. Отрезаем запасиком, чтобы можно было завязать узелки. Можно даже сразу завязать. Вот таким вот образом. И размещаем здесь бусинки. Здесь я буду одну, здесь две, здесь три. Возьму такие большие бусинки. Вот таким вот образом. Здесь две и здесь три. Точно так же одеваем. И теперь также отмечаем
где будут размещены наши полосочки, наши веревочки. И аккуратненько также их пристрачиваем. Можно приклеить их, краешки, чтобы легче было пристрочить, потом пришить. Ну, так получается. Мы потом еще, когда будем детали сострачивать, но лучше пристрочится, лучше будет держаться. И еще одну боковую деталь я оставлю просто плюшевой. Очень приятно ее трогать. Решила ничего не делать. И на верхнюю часть, на спинку, получается, я буду прикреплять морских обитателей. Вот они, наши обитатели. Так, что я буду делать? Осьминожка вручную пришью глазки. И потом покажу, как сделать зрачки, как я буду делать. Либо можете, если есть акриловые краски, нарисовать просто акриловыми красками. Сначала пришиваем, а потом таким же образом, как мы делали фигурки, внутрь синтепон вырезать и так вот их прикрепить. Можно и так оставить. Если фетр жесткий, то так будет достаточно. У медузы также к одной стороне пришью глазки, и еще я сделаю с помощью такой ленточки, потом внутрь застрочу. Вот тут у меня ее щупальца. Где-то 4 штучки я отрежу. И дельфинчик также глазик будет. И вырезала 2 такие полосочки белые, чтобы сделать ему белый животик. И каждая из частей пристрочу на машинке так вот белую часть, чтобы был белый животик. Вот так. Начнем мы с дельфинчика. Располагаем животик так вот, чтобы чуть-чуть плавничок торчал. И аккуратненько пристрачиваем. Вот так вот получилось. И точно так же у второй детали. Должны смотреть вот так вот друг на друга. Теперь к одной из частей, которая у нас будет лицевая, мы пришиваем глазик. Я пришью его просто вручную. Можно сначала приклеить, потом пришить. Зрачок можно сделать, пришить бусинку, но если вы будете давать их маленьким деткам без присмотра, тогда никаких бусин пришивать нельзя. Если, например, для детей постарше, если эта игрушка будет только под присмотром использоваться, можно бусину пришить. Я буду делать зрачок французским узелком. Я взяла нитки мулине, 4 нити черного цвета. Вводим. Далее берем наматываем на иголку 2 раза
И иголку рядышком с местом выхода нитки мы втыкаем, вкалываем. Вот получился вот такой вот объемный зрачок. Все, можно закрепить ниточку с обратной стороны. С обратной стороны я буду использовать кнопки. Можно поставить обычные кнопки с помощью пресса. Если у кого-то их нету, отличный выход — это вот такие вот пришивные кнопочки. И пришиваем. Это у нас часть будет пришиваться к ткани. Эту часть я пришиваю к дельфинчику на лицевую сторону, получается. Пришиваем покрепче, чтобы кнопочка не оторвалась. Вот такой вот получился у меня дельфинчик. Я еще пристрочила ленточку, также концы опалила, то потом можно было пристрочить край, чтобы наши игрушечки не терялись. Что касаемо медузы, я отрезала 4 вот таких вот ленточки. Также концы я опалила зажигалкой. Их мы, когда пришьем глазки, точно так же, как и у дельфинчика, и зрачки то же самое. Потом вот так вот мы вставляем между слоями и потом прострачиваем. И также сбоку где-нибудь я вставлю ленточку, дополнительную завязочку. Вот такие в итоге у меня получились обитатели: дельфин, осьминог, ракушка и осьминожек. Так как я сюда буду тоже пришивать кнопки, я также приклею еще один слой флизелина. Либо можно взять ткань несколько слоев, либо что у вас есть, то и берите. Когда проклеили флизелином, можно пришивать пуговки в любом порядке. Можно на одном уровне, можно в разнобой. Можно предварительно расположить наших обитателей. И пришиваем пуговки. Вот так вот у меня получилось. И сразу я пристрочила ленточки, я завязала на концах узелки, чтобы на всякий случай, если порвется ленточка, узелок задержит ее. Это получается у меня будет спинка. Это боковая часть. Сюда мы потом вставим шнурочек, когда тоже будет на черепашке. Вот такая вот. Теперь набьем наши лапки и голову. Голову я буду и лапки наполнять холофайбер. В конце лапок я хочу ставить вот такие вот разные бусины, бисер, чтобы ребенку было приятно играть. Чтобы бусинки не высыпались, я сделаю просто обычный мешочек из хлопка. Это будет дополнительная защита, если, например, разойдется шов. Вот такие вот я сделала мешочки для лапок, так закруглила произвольно, чтобы уголки не мешали. И можно сюда засыпать теперь бусинки. Вот так вот получается. Можно, конечно же, использовать и другие наполнители, например, там многие используют гречку, рис, но если вы будете стирать игрушку часто, то я не советую их использовать, потому что
игрушка будет испорчена. Лучше взять бусины разного размера, бисер тоже есть разного размера. Вот есть такой крупный, есть помельче. И заполнить им лапки. Все, теперь можно застрочить и вставлять в лапку. Вот такие вот мешочки у нас зашитые должны получиться. Теперь берем лапку, кладем туда мешочек. И заполняем наполнителем. Я буду использовать холофайбер в виде шариков. Вот такие лапки у нас должны получиться. И также холофайбером наполняем голову. Вот такие у нас получились детали. Для головы нам нужно вырезать глазки. Также можно, как вариант, использовать большие пуговицы, только их нужно очень крепко пришить. Я буду вырезать из фетра, и зрачок тоже буду вырезать из фетра. Вот такие вот глазки я вырезала из фетра. Овальные, можно круглые, можно просто сделать, например, черненькие. Или, как вариант, можно купить уже готовые глазки в магазине и их приделать. И теперь я вручную сначала пришью зрачки черненькие, а потом уже вручную пришью к черепашке. Вот такие получились глазки. И еще дополнительно сделала ротик. Теперь можно собирать нашу черепашку. Берем нашу выкройку с деталями, где у нас наши стороны. Вот задняя часть. Я ее сюда приколю. Вот это одна из сторон. Это у нас перед. Это у нас тоже боковая часть. И это тоже у нас перед. И начинаем соединять наши детали. Можно сначала пристрочить все к спинке, к верхней детали, а потом уже между собой пристрачивать. Можно сначала соединить их боковые части, а потом уже спинку пристрочить. На этой детальке мне, к сожалению, пришлось термонаклейку заменить, потому что оказалось, что я приклеила ее неправильно. Этот вот прямая — это верх, потому что вот у нас это обозначение С. Это мы будем пришивать к одной из сторон. Вот так вот. Так что будьте внимательны. Я все-таки решила, что удобнее пристрачивать все к спинке, к верхней части. Берем выкройку и смотрим. Это получается у нас вверх. Вот это вот короткая сторона, которая такая чуть-чуть закругленная, это у нас будет стыки. Вот таким вот образом. Вот так вот располагаем. Длинные стороны — это у нас
обозначение Е. Это у нас будет сшиваться со сторонами. Накладываем лицом к лицу и пристрачиваем, оставляя где-то примерно сантиметр в начале и сантиметр в конце, то есть размер нашего припуска. Можно приколоть булавками. То же самое и вторую нашу детальку. Теперь раскладываем наши боковые стороны, чтобы по выкройке у нас совпадало. То есть вот эта сторона Е, вот они Е, и здесь у нас по нашим выкройкам сторона Е. Вот получается. Вот так вот. И вот так вот у нас тут обозначение Е. И точно так же пристрачиваем, отступая сантиметр. То есть, по сути, мы начинаем строчить вот от той строчки, где, от того места, где заканчивается вот эта вот строчка. То есть отгибаем наш припуск и прострачиваем. Теперь осталась наша задняя деталь. Также накладываем ее лицом к лицу. Таким же образом от строчки, от конца до конца этой строчки мы пристрачиваем. И теперь соединяем все наши бока. Можно сколоть булавками, можно не скалывать. Так все наши стороны. Начинаем строчить от того места, где закончилась строчка. Таким образом все стороны. Начинаем строчить от окончания строчки. Соединяем все стороны. Вот что у нас получилось. Теперь, так как у нас все стороны закругленные, нужно по всем сторонам сделать отсечки небольшие, не доходя пару миллиметров до строчки, чтобы она не распустилась. Вот эти вот уголки тоже можно аккуратненько подрезать, стыки. В общем, убираем все ненужное, чтобы у нас не топорщилось, было все красиво. Теперь можно собирать нашу черепашку. Еще хотела сказать, что в выкройке у нас дана еще полоска определенного размера. Это бортик, который идет по кругу между, получается, брюшком и спинкой. Я его делать не буду, так как у меня уже, в принципе, закончился такой плюш. Я хотела из него делать, поэтому будет без бортика. Итак, нужно нам сначала приколоть все наши детали. Чтобы ровно приколоть хвостик и шею, голову, складываю так вот и делаю либо пометки, либо вот чуть-чуть надсечки сделаю.
Также нужно определиться, на каком расстоянии у нас будут находиться лапки. То есть примерно отмечаем, раскладываем лапки. И делаем пометки. Нужно середину с серединой. Делаем на лапках пометки и на плюше пометки. Лапки я вот так вот сколола булавками, чтобы они не съезжали и не вываливался наполнитель. Голову точно так же я сколола, так вот соединила, совместила швы. И все, можно также, если вам мешают булавки, каждую деталь прострочить пару миллиметров от края. И везде, и тут, тут у нас шов посередине, поэтому здесь не надо искать середину. На хвостике ищем серединку, также отмечаем. На лапках. Я уже сделала отметинки, где у меня будут лапки находиться. Хвостик я так вот подровняла под плюш, под наше брюшко. И буду по очереди пристрачивать. Начну с хвостика. Лапки можно, если тяжело вам так строчить, можно сначала приметать. И таким же образом пристрачиваем остальные лапки и голову. Вот что у нас пока что получилось. Теперь нам нужно пристрочить наш панцирь. Наверное, будет самое сложное. Вот аккуратненько мы так вовнутрь складываем. Панцирь выворачиваем. Эта часть у нас перед по выкройке. Так это сюда запихиваем. Я советую, чтобы было легче, все сначала сметать. Так, мы лицом к лицу, неправильно сказала. Сначала сметать все, потому что будет достаточно сложно прострочить это на швейной машинке. Поэтому совмещаем швы. Вот этот вот центральный мы совмещаем со швом на голове. Скалываем булавочками и аккуратненько сметываем нитками. Вот мы сметали. Плюш у меня не очень плотный, вот этот вот нижний, и он у меня так подрастянулся, поэтому в конце, возле лапок, я пришлось заложить по складочке, потому что да, не сходился круг. И теперь аккуратненько на швейной машинке прострачиваем где-то на сантиметр, можно даже чуть больше. Главное, чтобы не видно было тех швов, где мы пристрачивали лапки, голову, хвостик. Аккуратненько прострачиваем и в каком-нибудь месте оставляем отверстие, чтобы потом вывернуть на лицевую сторону. После того, как прострочили, убираем наметку и срезаем все лишнее. И аккуратненько через это отверстие выворачиваем нашу черепашку. И набиваем нашу черепаху наполнителем. Плотненько набиваем.
Теперь аккуратненько закалываем наше отверстие и зашиваем потайным стежком. Когда мы зашили отверстие потайным стежком, можно закончить нашу черепашку, вдеть сюда шнурок, либо ленточку. Я буду вот в такую тонкую ленточку вдевать. Концы мы опаливаем зажигалкой. Вот так вот получилось. На этом, в принципе, наша черепашка-развивашка готова. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!